Так, ну чё, не ждали? А вот и я, ребятки, вот и я. И сегодня что мы будем делать? Будем смотреть рекламу нулевых, нашу любимую, которую мы все смотрели, скорее всего, в подростковом уже возрасте, не в детстве. Я знаю, не надо пиздить, что этот формат придумал я. Я знаю, что придумал его не я, уже до меня его исполняли. Но ребята, не будем называть их, они смотрели рекламу 90-х, да? А я, как человек, который себя иногда даже охарактеризовывает хэштегом «застрявший в нулевых», хочу посмотреть вместе с вами рекламу нулевых. Вот. Собственно, давайте долго не будем базарить. Ссылки на ВК, Инстаграм, как всегда, в описании, на мой второй канал, третий канал. Не забывайте подписываться на соцсети. Кстати, если вы хотите по основной тематике знать больше, то есть закрытый телеграм-канал. Как туда попасть, обязательно смотрите по ссылочке в описании. Вперед! Потихонечку идем. Итак, кто расскажет о здоровом питании? Мы расскажем училка. про скелетонов. Вот это я помню. Новый йогурт скелетоны сделан из натурального молока, С кусочками фруктов. а кальций укрепляет наши кости. Полезно и прикольно! Вы представляете себе вообще такую картину просто в школе? И училка такая в этот момент, блин, походу вчера это... Не надо было дюзать с этим типом, который ко мне все клеился, доклеился. Какие скелетоны, какие дети, что вы исполняете, что вы творите? Ладно. Вкусно. Попробуйте. Новый скелетон йогурта Данон. Натуральное молоко и кусочки фруктов. Реальный фруктовый бум. Данон, что ты только не придумаешь. Полезно. Фруктовый бум. Данон. Пиздец. О, вот это старье. Это реально ему 38 лет этому ролику. Качество, конечно, оставляет желать лучшего. Так, ну ладно, хрен с вами. О, это бальзам на душу мою и всех тех тысяч людей, которые смотрят сейчас вместе со мной этот ролик. Это Новый год. Это сам Новый год. Бля, просто. Ты ждешь, это Кока-Кола просто символ Нового года, не знаю, как минимум в России. Вот этот автобус, я его ни разу не видел в своей жизни, но мне кажется, если бы я его в детстве в своем бы увидал, то все. Я бы поверил просто во все эти чудеса в мире. О, чипсы. Первая роль Данила Козловского. Очень приятно. А эта девка, как она снималась, как вот это вот, забыл, все, что тебя касается. Ребят, кстати, напишите обязательно, я всегда прошу вас, напишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я еще обосрел. Вот, я уже не называю это обозрение, да, колесо обозрения. Это колесо обосрения Мишева Плюшки. Если вы хотите, чтобы я еще что-нибудь обосрел, вот, в такой манере, обязательно напишите. Неважно, любую канитель можем посмотреть просто под мои комментарии. Кто у нас тут еще? Валентин. Чик. Все такие, типа, что за фигня? Чего мои чипсы все жрут? Да все нормально, что, похаваем, пожрем. Мы просто все тоже тут надуты. Это походу новогодний. Какой же праздник без красной икры? Лейс красная икра. О, чё, вот икры там полный мешок, прям вот в этом лейсе-то, да? Икра там такая, что... в это время, кстати, по-моему, не было вот этой канители, которая есть сейчас имитация, да? Имитация, я не знаю, может она была, просто мы тогда не знали, да? Сейчас ведь есть вот это, вы знаете, банка красной икры. Там, короче, блядь, 50 рублей ведро такое продается. Вот, типа... Красная икра, там все поначалу ее покупали, о, нифига, дешманская, потом смотришь, имитация. Они делают там, извиняюсь, какого-то рыбного бульона, короче, суп, гранулированный суп просто продают. И не знаю, в то время это было или нет, но даже если в этих чипсах и была красная икра, она стопудов была только вот такая. Вы вкус праздника. О, это вкус праздника, да. Такая икра, это прям праздник, праздник для души. О, этот Волков или как его? Еще. Это уже третий.
Ты же лопнешь, деточка. Пап, а ты налей и отойди. И не жмись. Еще. Моя семья. Еще. Улучшенный дирол наведет порядок во рту. Оба. Привет, подружка. Привет, подружка. Налет. Глаз алмаз. Ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля. Знаете, такие диваны во рту, представьте, такие диваны, короче. Две бабы у тебя во рту и диваны, они чистят, блин. Ну, они там в форме каких-то кресел сделаны, да? Или диваны. И в этот момент кто-то там, может, сидит еще там, знаете, ну, просто такой, чисто на чили, на расслабоне просто сидит какой-то у тебя там кориесок такой во рту начинающийся. Вот, а девочки бегают, шустрят такие. Блин, вот так вот выглядит рот человека, диваны там. Блеск. Фирма. Новый отбеливающий дирол Я помню, тогда у меня брат любил говорить сиськи блеск, короче, вот, ну, если ему чьи-нибудь там понравилось, чья-нибудь там амбразура, да, женская, он прям говорил, прям сиськи блеск. Вот, и брал он, кстати, это все из вот этой вот рекламы. сладкая мята, чистая свежесть, чистая сенсация. И никакого мошенничества. Вы, как мама. Николай, вот ваш чай. Оленька, Колян, такой чудный во! голос. Почему вы не поете? Давай. Ну, например, Золотая чаша, золотая, наполняет аромат это чая, в котором счастье обитает. Золотая чаша, иди нахуй. Это ведь моя любимая золотая чаша. Я думал, сейчас скажет, это ведь моя любимая песня, я ее пою просто везде, дома, на всех вот, блядь, этих концертах, на всех корпоративах, просто я всегда эту песню исполняю просто. И мне за эту песню любят, мне за нее дали народного артиста просто. Это же моя любимая золотая чаша. Кстати, где она? Я что-то давно ее не видал. Последнее, что я видел из подобного, это майский чай. Еще помню, блин, такая реклама была крутая. Не смотри в календарь, время мая, вот там была под ёб твою мать, блядь, сука, под Modern Talking, короче, вот это была нормальная реклама, а это пока тухляк. Наш Несквик на дереве! Так, Несквик на дереве. Как же он там оказался, интересно, Несквик? А кто же туда запиндюрил-то, Вики? Старший брат? Ну да, мы родственники. Молоко и молочный ломтик. Не смеши меня, я свежее молоко. Во мне тоже много... Не, вот сейчас вы давно, я не пойму, может я что-то внимание обращаю, но давно ли у нас говорящие продукты вообще вот в рекламах-то? Они куда? Они сейчас куда-то делись или они остались? Ну, раньше была вот буренка, там простоквашино, еще что-то. Сейчас что осталось-то? Вот, мне кажется, ничего толком и нет. Ну, хотя не знаю. Может быть, конечно, я ошибаюсь, ребят. Поправьте меня в комментариях. Но, по-моему, раньше было больше говорящей жратвы в рекламе. Свежего молока. А еще капелька меда, нежный бисквит, а также витамины, белки и кальций. И глюкомат натрия, эмульгатор 56, кристаллический первентин, там 5 штук разных красителей, юпи, инвайт, клей, момент, полариол, короче, бензонат натрия, короче, и молоко. Ну, естественно, не твое, сухое молоко, вот, поэтому он такой вкусный. Приблизительно так было и есть, наверное, сейчас большинство продуктов. Киндер молочный ломтик. Молоко, которым можно перекусить. Вкусняга. Я по улице лечу. Амбробена. Мороженое. Ужас, бедное дитя, как же вылечить тебя? Амбробене. Я из Германии прибыть, сироп целебный превосходить, от кашля помогает лечить, он бронхи очищает, мокроту расчищает. Вкусно. Амбробене, средство из Германии. Амбробене. Жить без кашля. Натюрлих. А теперь я погнал бухать и жрать сосиски. Мы так совсем замерзнем. Что же делать? Киндерпингви я люблю. Я люблю. Киндерпингви я люблю. Киндерпингви, киндерпингви, киндерпингви. И тепло. Натуральное молоко, бисквит и шоколад. Киндер Пингви. Так. О, этот звук.
Реально, это самая сексуальная реклама того времени, которая могла быть. Это просто шоколадка, но... Наслаждение в каждом батончике Баунти. Мне кажется, каждая женщина хотела ее купить, чтобы просто, блядь, окунуться в этот экстаз, в эту нирвану, которой на самом деле, конечно, нет, хотя шоколадка очень вкусная, да. Да, но преподносился так, что чуть ли тебе, когда в рот не дадут вот этой одной из 2 или 3 вот этих шоколадных, ты просто испытаешь прям несколько экстазов, оргазмов, там, вот эти, как они называются, блядь, кулинарных. Но на самом деле нет, она просто брала и вхуячивалась там, блядь, за 3 минуты, блядь, если не быстрее. Вот. Самая моя нелюбимая была шоколад. Нет, самая нелюбимая моя была Твикс. Твикс, вот. Мне нравился Сникерс, Баунти. Подождите, Сникерс, Марс, Баунти, Натс мне нравился. А потом Твист, Твикс, короче, мне меньше всех нравился. Мне Натс нравился больше даже, чем Твикс. Баунти. Шоколадное наслаждение. О, Жареная курочка! а это что? Вот это я не помню. Вам отдыхать и веселиться, а мне потом возиться. Это жирное пятно надо брать штурмом. Миф! Мой Тадыр, блядь! Ты себя в зеркало видел? Без вашего участия. Черный как сволочь, блядь. Свежесть белья — заслуга моя. А то, что как бы, блядь, вот этот появился у вас унитаз, этот умывальник, бля, во дворе, говорящий, как бы, никто внимания не обращает. Я не понимаю, почему нельзя как бы сделать рекламу реальной. Да, ведь постоянно у нас как-то нереально пытаются какими-то сказками нас завлечь. То есть для нас реклама это как сказка, блядь. То есть посмотри-ка сказку, блядь, как дед насрал в коляску. И такой... Реклама это такая вот, ну, все, что мы посмотрели, сказки для взрослых людей. Да? Нет бы сказать, блядь, ты испачкал, вот, пришел с работы, да, у тебя там, не знаю, грязная спецовка, там, у тебя, блядь, ты упал по дороге, блядь, в говно. Ну, подскользнулся, ты ж пьяный идешь, правильно, получку получил. Ты возле, блядь, забора пизданулся. Упал, блядь, там, пиздец, полбашки разбился, блядь, ёпта, у тебя спина в крови, блядь, и в говно ты еще упал, там, кто-то поднасерил. То ли собака, то ли там сосед твой, неважно. И ты приходишь такой, и тебе жена такая говорит, во... Ну ладно, это я уж привыкла, но поможет тебе только одно единственное средство. Никаких там мой додыров, там, не знаю, еще там квазипунцев. Просто сымай все, сымай. Я купил новую стиралку и нормальный вот, короче, порошок. Пум! И он с утра просыпается, башка болит. И вот там жена там поправила. Он говорит, мне идти надо, блин, как я сейчас пойду? Я помню, я пришел, мне вчера хреново было. Она говорит, я все постирала. Все постирал сама, без каких-либо там Василия Алибабаевича там и прочей пиздулы. Вот, просто взяла и постирала как бы. Нормальным порошком, нормальной машинкой, все ништяк. Вот это было бы правда. Нам постоянно впаривают какие-то сказки здесь, блядь. Супергруппу Мельпопс. Это для кого? Хотя догадываюсь. Как вкусно, ням-ням-ням. Это делается в основном для того, и даже сейчас реклама делается для того, чтобы дети увидели, когда эту рекламу. Джерри, кстати, привет, он передает вам, ходит здесь. Мам, купи, вот так вот эта реклама делается, она вот так вот. Вот поэтому она мультяшная такая вся. Медовые шарики на завтрак. Мельпопс, мед, кап-кап-кап, кап-кап-кап. Хоп! Мельпопс, хрум-хрум-хрум, хрум-хрум-хрум. Ля-ля-ля. Мельпопс, ням-ням-ням, Давай дальше. ням-ням-ням. Мельпопс. Milky Way. Да. Вот эту я рекламу помню, она более-менее реальная, кстати. Типа, пацан пошел тырить шоколадку. Он такая, опа. Стоять. Эй, сыщик. Не, на самом деле, это по-другому называется то, что он хотел сделать. Ну ладно, так как он маленький ребенок, будем считать, что это сыщик, он сыщик. Хотя, знаете, в тюрьме для них другое слово есть. Этот шоколад не нужно прятать, ведь Milky Way – это нежное молоко. Но зачем тогда ты его спрятала, если его не нужно прятать? Положи его на столе тогда. Почему он лежит на полке, хрен знает какой, там
малой полез на носочках, чуть там весь нет, башку себе еще чуть-чуть подскользнул, прям, и брейк, и все, и до свидания. А потом такая, а я ничего и не прятал, я не знаю, как он залез туда и упал. Так что ли получается? Как не надо прятать-то, если он лежит уже, там я бы не достал бы. Молочное суфле, покрытое молочным шоколадом. Молоко твоей вкуснее. Давай дальше. Опа! Опять? Это кто? Дина! Привет! Готовитесь к Новому году? Вот вам новогодний растишка. Это типа, да, растишка. Ой, окно забыли украсить. Сейчас все поправим. На каждой новогодней растишке есть подарок. Ну ладно, хоть Наклейка на окно. мультфильм. Будем считать, что это мой мультфильм. Отклеиваются без следа. Собери все 8 праздничных наклеек. Растишка веселого Нового года. На себя. Все испорчено. Сейчас. Нет? Колгон помог бы вам избежать подобной поломки. Я забираю ее в ремонт. Подождите, Колгон предотвращает... Подождите, а я? Обеспечивает... Меня вы так оставите? Да? при каждой стирке. Мам, соку дай. Нет. Сначала съешь суп. А я хочу сок. А я тебе не дам сок, пока ты не съешь суп. Ну тогда я умру от жажды. Моя семья. Давайте... Какая веселая реклама. А если она скажет завтра, купи мне iPhone, а если не купишь, я умру от скуки. Нормально, очень познавательная реклама вообще. О, я люблю познавательные рекламы, которые в себе не несут вообще нихуя. Просто набор слов такой, и сиди вот и думай. Сиди и думай просто, это было смешно, грустно или непонятно. Вот это была как раз она. Разберемся, в чем разница между оливковыми майонезами. Есть майонез с ароматизатором оливок и майонез скит с натуральным оливковым маслом. Сравним вкус. Блять, оливки показали, вы видели? Вот такие вот, с мою голову. Давайте мотанем чуть-чуть. Моя семья. Смотрите. Давайте разберемся, в чем разница между оливковыми майонезами. Есть майонез с ароматизатором оливок и майонез скит с натуральным оливковым маслом. Вы посмотрите, вы когда-нибудь видели в своей жизни такие оливки просто огромные? Это просто, это сливы. Это сливы просто, они в них сделали дырки просто, это сливы. То есть ты когда покупаешь, я не люблю это говно как бы, ты когда покупаешь оливки, они же такие, как фисташки маленькие. Просто, и ты там ее сосешь, эту кость выплевываешь, там она где-то без косточек, я не знаю. Я не помню, какая разница, маслина с косточками, олива без косточек или наоборот, короче. Но это, вот смотрите, вот чтобы у него в руке было 4 оливы, вот такие. Это где вы нашли такие оливы? Вы хотите сказать, что вы из них делали майонез? Из таких отборных олив, которые просто... едят просто, не знаю, просто их доставляют по дешахам, наверное, вот эти вот оливы. Там у них взяли чуть-чуть такие, типа, дайте нам чуть-чуть рекламу подснять, пожалуйста. Там они говорят, ну ладно, там типа 10 тысяч долларов. Ну и то вернуть надо будет потом. Говорит, все, не вопрос, да. Вот. И из этих олив они делают нам майонез, делали нам майонез. Если бы нам делали такой майонез, я был бы сейчас лось вот такой вот. У меня 3 головы бы еще был бы. Я сейчас выглядел бы, блядь, не на 35, а на 20. Минус 20, наверное, блядь. Ну, лет, наверное, блядь, на 15. Я бы как Бенджамин Баттон, блядь. Только я еще молодел бы постоянно. Молодильные оливы эти были бы, блядь. Сравним вкус. Скит. Очень вкусный майонез, убедитесь сами. Еще бы. Из таких олив, блядь, что невкусно? Куда вам столько вишни и черешни? Вся в чудо пойдет. В это трудно поверить, но Пожалуйста, легко опять убедиться. бабочки. Сочных ягод в чудо-йогурте. Ну это столько, делается для детей, что душа ребят. Это радуется. делается для детей. Рекламы, чтобы... Мам, купи, там феи летают. Иду. Вот был на рыбалке, готовлю. Через час родители придут, а тут грязь и рыбой пахнет. За час с водой не справится. Отмыть и освежить Ладно. квартиру быстро. Новый мистер Пропер теперь с экстрактом лаванды. Компания Brothers представляет Мистер Пропер. Он не только отмоет, но и освежит. Еще и освежит. Конечно, он быстро справится с грязью, и Вы дом что, наполнится пиздишь, натуральной что ли, свежестью. Лавандовая свежесть. И чистота кругом. Мистер Пропер все отмыл и квартиру освежил. И мужик твой долбоеб. Мой малыш
все засрал и просто жесть. Моя принцесса. Просто видели, вообще просто все в следах таких, от сапогах. Он просто зашел такой, я буду рыбу сейчас жарить, так вот попер к плите. Просто, я уже заикаюсь, сам запинаю. Просто включает газ, даже не ставит сковородку, наливает масло туда и прям нечищенную с кишками рыбу. И она приходит такая, ой, я рыбу не успел приготовить. И вот тогда приходится вызывать мистера Пропера, когда вот ты живешь с дебилом просто. Моё такой солнышко. срач. Так. Ну давай киндер надоел уже. Так, вот. Это сорти или до... А, доси, я думал, сорти. А сорти. О. Это простуда. Ой, я вас так понимаю. Ладно, девочка, ты же не простужена. Ошибаетесь, я простужена. Брось заливать, у тебя даже насморка нет. Вчера был, но я приняла Колдрекс. Колдрекс помогает справиться с вашей простудой. Вот в чем дело, ребят. Нам надо всем Колдрекс принимать, и вы оказывается. чувствуете себя намного лучше. И все будет ништекс. Это простуда? Я вас понимаю. Нет, не понимаете. Прекрасно понимаю. Колдрекс сильнее вашей простуды. Журнал «Приключения Шрека» с волшебными амулетами и чудесными коллекционными наклейками в продаже с 8 января. Приключения такое сейчас Шрека фокусом? не пропустите. Деда, Алло. баба, как серенький медведь. Шоколад. О нет, о нет. Я не сплю. Дальше. О! Это как раз, по-моему, нац. О, да, детка. Это нац. Вот эта реклама нормальная, кстати. Теперь НАЦ заряжен мощным ореховым вкусом. Цельные лесные орехи в новом слое ореховой пасты. Упс. НАЦ ореховый тюнинг. Хочешь укусить? В чем секрет? Вот нац мне нравился. Шоколад и Милка. Осталось только альпийское молоко, чтобы шоколад получился действительно нежным. Бу! Уникальный рецепт шоколада с альпийским молоком. Опять мультики какие-то. Но... Этот праздник весны еще одна возможность Хуже сказать рекламы о своей Баунти может быть только реклама Рафаэла, всех женщин где с 8 вообще Баунти, реклама Баунти, она говорит о том, что ты получишь райское наслаждение, как только ты его съешь. Но Рафаэла, это просто, когда тебе дарят Рафаэла, каждая баба думает, что просто ей принесли корону, просто королевы английской, и все. Вот настолько его разрекламировали, что приблизительно она равняется вот этому, блядь. Такой медленный. Аджа. Захавал. Будет знать, как обижать маленьких. Бон Пари. Так много Неплохая. фруктовых вкусов и Креативненькая что ты реклама, всегда придумаешь что-то креативненькая. новое. Бон Пари. Фруктовые фантазии внутри. Доложите последние данные по захвату ванной комнаты. Во-во-во. Каждый день наша численность возрастает на 8 миллиардов. Один спуск воды, и мы разлетаемся по всему помещению. Оседая на раковине, смещители. И даже на этой маленькой игрушке. Что? Это Доместос? Такой густой! Вот эта реклама, это прям мини-фильм такой про монстров. Прям, ну, правда, действие происходит у тебя в толчке. Распространение летающих микробов. Используйте Доместос каждый вечер. Крем Бипантен Бля, Плюс прикольно. дезинфицирует и способствует заживлению. И кажется, что он справится с любой царапиной. Бипантен Плюс. Первая Ну да. помощь при маленьких Мне ранах. бы она так помогла, я бы сейчас все жуки на своей машине бы замазал. Опа, опачки. не поможет. Тут Добрый вечер. Нам Блядь. нужны драйвер и зарядка для ума. Точно! Драйвера. ACDC пошел. А что с ним делать? Драйверы, зарядка для ума. Соображай на раз-два. О, нет. О, нет. Второй номер и детали для сборки за 199 Человеческое рублей. тело Кошка собери, Киоска. пожалуйста. Что тебе скучно? Интернет-то не был тогда, только был телевизор и какие-нибудь ваповские, не знаю, мелодии там скачай. Купи книжку на задней стороне, там тетрадки твои по алгебре. Как скачать рингтон для телефона, да, рингтоны для зоны, если вы понимаете, о чем я. Вот. Делать было нехрена, вот люди всякой фигней занимались. Собирали тела. Alpine Gold Composition — это
Сочетание изысканных начинок и великолепного шоколада. Устоять Бля, я все невозможно. сожрал, дайте мне. Я уже жрать хочу. Альпингольд Композишн. Центр притяжения. Новый Читос Sweet Boom. Хрустящие трубочки с шоколадной начинкой откроют твой неожиданный талант. Ну ладно, что-то уже... Так. Вот мой простой совет. Ребят, что-то в этот раз реклама скучная. Шампуни и пены Дракоша с новой серией магнитных игр «Веселые». Ребятки, думаю, будем заканчивать этот выпуск. Что-то как-то я не подготовился и выбрал реально какую-то детскую рекламу. Либо она была такая в нулевых. Попробую сейчас для второго выпуска. Я сделаю еще один выпуск пробный, чтобы проверить, как зашел вам, не зашел. Такой вот обзор реклам. А вы обязательно пишите, на что бы хотели все-таки еще, чтобы я обосрел еще что-то подобное. Вот. Лайк, подписка, все дела не забываем ставить. Огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синюю кнопочку спонсировать. Что еще? Даже не знаю. Не забывайте нажимать колокольчик. И огромное спасибо всем спонсорам. Огромнейшее, ребят, спасибо, кто нажимает синенькую кнопочку спонсировать. Вы меня капец как продвигаете по YouTube. Вас сейчас, правда, стало реально намного меньше. И это ощутимо по алгоритмам. Вот. Был бы очень рад, если было вас больше. Все, ребят. На этой жизнерадостной ноте этот выпуск заканчивается. С вами был Миша и Плюшка. Берегите себя, увидимся.